Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. И это наша рубрика про педикюр, обязательно ее поддержите. Сегодня расскажем, как выполнять комбинированный педикюр, обработку пальчиков. Обрабатываем ноги и снимаем старый гель-лак на максимальной скорости при помощи твердосплавной фрезы с тонким носиком. Она особенно удобна при выполнении снятия в педикюре. Выполняем движение сверху вниз и затем сглаживающее слева направо либо справа налево. Тут все будет зависеть от того, в какой руке вы держите рукоять аппарата. Например, сейчас выполняет педикюр Ольга Мартемьянова. Это профессиональный преподаватель, подолог нашей школы. Она левша, поэтому выполняет сглаживание слева направо. После этого придаем форму свободному краю. Важно пилку установить перпендикулярно свободному краю и сделать форму, приближенную к квадрату. Не скругляем в педикюре углы в избежание их врастания. Также не располагаем пилку под ногтевую пластину, так как можно повредить передний валик. Важно устанавливать ее практически перпендикулярно. В педикюре мы максимально убираем длину в избежание неприятностей таких, например, как анихолизис. Для отодвигания кутикулы можно использовать как апельсиновую палочку, так и металлический пушер. Если кутикула сильно налипшая, можно также использовать безопасную фрезу. Необходимо поставить боком апельсиновую палочку, приподнять кутикулу, убрать склейки, кутикулу с ногтевой пластиной. Важно, что в педикюре мы не делаем какие-то глубокие карманы, покрытие под кутикулу и так далее. В педикюре это совсем не нужно. И в этом будет основное отличие от маникюра. Сформировать карман под кутикулу мы можем при помощи пушера. При помощи одноразового бафа шлифуем ногтевую пластину для лучшей сцепки, а также чтобы убрать птеригии. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Для обработки кожи и кутикулы будем использовать вот такие насадки, пламя, конус. Иногда шаром можно доработать некоторые недочеты и силиконово-карбидный шлифовщик серого цвета, достаточно группы для полировки, например, стопы. Так как кожа у модели влажная, перед тем, как работать аппаратом, нанесем присыпку, можно даже детскую, для того, чтобы насадки не забивались. Выставляем скорость 5-7 тысяч оборотов, прорабатываем ногтевую пластину. Также этой насадкой можно счистить не только птеригии, но и остатки гель-лака или базы. Благодаря тупому кончику кутикула хорошо приподнимается и быстро обрабатывается. Широкой частью можно дошлифовать боковые валики. Насадку устанавливаем немного по диагонали, для того, чтобы не пропиливать ногтевую пластину. И далее скатывающим движением обрабатываем боковую сторону. Переключаем направление вращения и обрабатываем противоположную сторону. Такими же маленькими поступательными движениями. Работаем также по ногтевой пластине, но сильно не давя. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Затем меняем насадку на пламя, диаметр 0,18. Важно обработать только кожу, не касаясь ногтя. Для этого нужно поставить насадку на угол. Носик будет смотреть в противоположный синус. И поставить насадку на носик. Выполняя короткие движения, будем прочищать боковые стенки. Благодаря ее маленькому диаметру мы можем пролезть в пространство между боковым валиком и ногтевой пластиной. Тут скорость уже можно увеличить до 15 тысяч. Во время обработки важно, чтобы не было звона по ногтевой пластине. Если он присутствует, это говорит о том, что мы работаем по ногтю, образуя пропел.
Если идти по ногтю, то со временем он истончится по боковым сторонам, что может привести к чрезмерному скручиванию и врастанию. Широкой частью насадки шлифуем боковой валик. Во время обработки важно соблюдать упор мизинцем той руки, в которой вы держите рукоять, опять же во избежание пропилов, чтобы не травмировать ногтевую пластину. Наносим ремувер для размягчения кутикулы, чтобы убрать пыль, чтобы кутикула размягчилась, было ее просто срезать. Можно, конечно, обойтись и без него. Работать будем при помощи кюретки. Это специальный инструмент, которым можно прочищать пространство под ногтем и убирать остатки пыли под кутикулой. Также подготовим салфетку, смоченную обычной водой, чтобы убирать остатки ремувера. С помощью кюретки вычищаем боковые пазухи и пространство под ногтевой пластины. Протираем кожу и палец салфеткой, убираем остатки ремувера. Для того, чтобы прочистить подногтевую пластину, слегка нажимаем на кожу и ложкой убираем все лишнее в бок. Подтягиваем вверх к центру. Во время работы кюреткой также важно соблюдать упор мизинцем. Видим провисший угол ногтя, его необходимо подрезать во избежание врастания. Кусачки для ногтя переворачиваем. Не как обычно держим, а кверх ногами. Делаем вот такой захват и подлезаем в это место и слегка срезаем. Тут важно не переборщить. Если срезать очень много ногтя, то опять же будет врастание. Кутикулу можно срезать при помощи кусачек, при помощи ножниц. Тут кому как удобно. Теперь это сделать гораздо проще после размягчения ремувером и прочистки кюреткой. Во время среза важно располагать ножницы перпендикулярно кутикуле. Идем справа налево в едином срезе. После среза будем шлифовать кожу при помощи силиконового карбидного шлифовщика. Работаем на скорости 5-7 тысяч оборотов и проходимся по боковым валикам, по кутикуле, и в итоге у нас получается очень идеальный такой зашлифованный гладкий вид. Ну и еще один лайфхак. Для того, чтобы увлажнить поверхность, убрать пыль, наносим дегидратирующий тоник. Это средство, которое в целом увлажнит и придаст красивый ухоженный вид. Вот такой у нас результат. Понравилось? Ставьте пальчик вверх, пишите еще какие видео по педикюру вы хотели бы видеть на канале. Всем пока-пока!